Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович, и в этом видео мы продолжим знакомиться с сигналами, лучшими сигналами моей торговой системы Cluster Trader. В предыдущем видео, ссылка на это видео будет в правом верхнем углу вашего экрана, мы разбирали сигнал для торговли на разворот, стрелочный TC Sell и стрелочный TC Buy. Это сигнал для контртренда, флета, неопределенного рынка. И давайте еще раз зафиксируем несколько ключевых моментов, которые необходимо учитывать, торгуя этот сигнал. В первую очередь, когда мы видим стрелочный сигнал TC Buy либо TC Sell, мы смотрим на ключевые уровни. Уровни, которые я использую для своей интрадей торговли, это уровни Range Trader в основном. Уровни, которые я разработал для торговли в свою конкретную сессию. Если, например, вы хотите торговать в любое время, не привязываясь к конкретной сессии, либо конкретному интрадей таймфрейму, например, минутному, либо 5-минутному, то вы можете добавить другие уровни, уровни со старших таймфреймов. Для этого мы заходим, давайте вернемся сюда снова, мы заходим в настройки, идем в раздел Range Trader, вот здесь, отключаем уровни Range Trader и идем в раздел уровни поддержки и сопротивления и включаем уровни со старших таймфреймов и можем добавлять с того таймфрейма, с которого мы хотим видеть уровни. Например, торгуя на минутном таймфрейме, я могу настроить уровни с 30-минутки, либо с 5-минутки, либо с 15-минутного, либо из того, либо еще добавить какие-то уровни. И вот я сейчас активировал 30-минутные уровни поддержки сопротивления, и они сейчас будут отображаться на моем графике. Видите, пропали уровни Range Trader и появились 30-минутные уровни. То есть здесь я уже не привязан к конкретной сессии, я могу торговать в любое время. Следовательно, если я торгую на часах, 4 часах, конечно, 30-минутки мне не подойдут, и мне нужно настроить другой таймфрейм, например, 4-часовой, либо дневной. И тогда я могу смело торговать на этих таймфреймах. Поэтому сейчас мы снова уберем уровни со старших, нажмем False напротив включить, и напротив включить уровни Range Trader True, то есть да. И сейчас произойдет то, что увидели ранее, да, то есть появятся уровни с моих, точнее уровни, построенные на основе временного диапазона, да, уровни Range Trader. Так вот, основная концепция торговли стрелочными сигналами – это торговля вокруг этих уровней. Я вижу стрелочный, вот сегодняшний трейд, сегодняшняя сделка TC Buy, покупка на поддержке. Поддержка, покупка, поддержка, покупка. Рынок протестировал мою зону. Давайте возьмем вертикальную линию, поставим да или нет. Да, абсолютно. По левую сторону тест уровня, стрелочный. SS2 Buy, два условия на покупку. Также мы говорили с вами о фильтрации с помощью тренд-фильтра. Вот здесь, обратите внимание, гистограмма красная либо зеленая. Иногда мы будем видеть желтую гистограмму. Соответственно, здесь я понимаю, что я торгую против тренда. Вопрос, принимаю ли я все SS2 сигналы, иначе говоря, там, где есть уровень и стрелочный, против тренд-фильтра. Если нет, то я не должен здесь входить. Затем мы видим, рынок поднялся и подошел к уровню R вот здесь, но немного не дошел, примерно 5-6 пунктов. Вопрос, принимаю ли я такие сигналы, или рынок обязательно должен коснуться уровня R, да, или S, либо S1, R1 и так далее. Понятно, да? Это очень-очень важный момент. Здесь мы видим идеальный сигнал технический. Посмотрите, после сигнала рынок отлетел, дошел до S, 100 пунктов цена прошла, потоптался здесь и улетел, и практически дошел до R. Также мы с вами говорили о фильтрации стрелочных паттернами. Не принимать слепо TC Sell или TC Buy, а ждать паттерна слабой, разворотной, сложной слабой вершины, либо двойной вершины. Это основные паттерны, которые мы используем для торговли
на разворотах. И эти паттерны появляются автоматически, без нашего участия. И мы просто видим эту информацию. Стрелочный, например, паттерн. Мы смотрим отношение цены к уровню и принимаем решение на основе этой информации. Вот здесь мы видим стрелочное дно, смотрим налево. Если у нас уровень range trader, нет, но есть предыдущая небольшая зона поддержки. Вопрос, принимаю ли я такие сделки против тренд-фильтра. То есть обратите внимание, путем правильных вопросов вы можете формировать очень четкие правила, прозрачные правила входа в позицию. Это очень важно, потому что, еще раз повторюсь, вы никогда не станете системным трейдером, если у вас нет последовательности в действиях. И чтобы последовательность была, нужно, чтобы была прозрачность. То есть что, зачем следует, и уточнение у каждого вот этого момента, у каждого шага. Вот здесь, например, цена не дошла немного до уровня. Это мое первое условие, например, тест уровня. Буду ли я считать этот трейд или буду ли я входить здесь, если цена не дошла, но появился TC-sell. Может быть, в этом случае дождаться паттерна, раз цена не дошла, отфильтровать таким образом, потому что мой вход тогда будет вдали от ценности, даже без касания, без теста, в отличие от вот этой сделки, где мы тикнули поддержкой, просто отлетели и дошли уже до противоположной зоны. Поэтому ключевой мой совет вам: при создании сигнала, метода, техники, стратегии уточняйте. И чем это будет просто и прозрачно, тем лучше для вас, и тем больше шансов, что это будет профитно в итоге. Все 100% из вас скажут, что здесь не было касания уровня R, уровня сопротивления. Но если я скажу, что цена может не дойти, например, 100 пунктов, и я буду считать этот трейд правильным, то я возьму абсолютный максимум, который был здесь, и проведу до уровня R, здесь 93 пункта. Да? Очевидно, что мы вписываемся в этот диапазон, который я обозначил. Таким образом, это правило неизыблемо в том смысле, что либо мы дошли, учитывая вот эти 10 пунктов, либо не дошли. Если, например, уровень range trader был бы здесь, то это уже 15 пунктов. Ответ на вопрос должен быть да или нет. Если здесь стрелочный, да. Если здесь паттерн, да. Если здесь уровень, нет. И эта комбинация называется SS2 sell. Если я продаю сразу, как только у меня появился паттерн, информация об этом. Вот здесь я ставлю вертикальную линию, вот здесь мне робот показал паттерн, вершину. Но еще один очень важный критерий, который необходимо учитывать, торгуя вот эти паттерны, что рынок может сформировать вершину и продолжить движение дальше, что очень часто происходит, особенно в сильных трендах. И как с этим быть? Мы добавляем очень-очень простой и объективный фильтр. Это первую, более низкую, если это вершина, цену закрытия. Иначе говоря, как только у нас появилась вершина, мы ждем первое закрытие ниже минимума предыдущей свечи. То есть мы входим не вот на этой свече, а на следующей, либо на той, которая закроется ниже минимума предыдущей. Вот это закрылось ниже, и только здесь вход. И это позволит отфильтровать много сделок. Когда на рынке развивается, допустим, сильный тренд, мы видим разворотный паттерн, цена продолжает движение по тренду и тем самым нарушает макушку, да, вершину паттерна, либо минимум паттерна, если это дно, и не останавливается. Это очень-очень классный фильтр, который мы можем добавлять, и добавлять его особенно, если цена не дошла до вот этих критичных, да, скажем так, зон отбоя, отскока, где мы принимаем все наши основные решения. То есть это основная концепция трейдера и торговли с помощью моего стрелочного сигнала TC BUY, TC SELL. Вот здесь в настройках напротив TC BUY, TC SELL мы можем задавать определенные параметры, которые определяют его частоту появления на графике. То есть чем выше вот эти цифры, тем
меньше сигналов, чем ниже эти цифры, тем больше сигналов, и эти опции доступны только в премиальных версиях моей системы, и данный стрелочный сигнал можно менять, то есть можно влиять на его количество. Вот мы можем, я уже говорил в предыдущем видео, поставить вообще здесь там 23, например, и мы, скорее всего, увидим гораздо больше стрелочных, да, и гораздо больше ложных сигналов. С одной стороны, может быть, мы будем ловить больше разворотов каких-то, особенно локальных. Ну и мы видим, как много стрелочных, которые появлялись где-то в серединах, да, движения. Нам такие стрелочные не очень нужны. Поэтому я рекомендую тем, кто у нас владеет лицензией на премиум, либо про-версию, играться вот с этими настройками, либо оставить те, которые использую я, мои 29.5. Я нашел эти настройки оптимальными, да, либо 30 можно округлить, это уже не так принципиально. Теперь мы переходим к следующему сигналу, который совершенно противоположный стиль предполагает. Это стиль торговли с трендом, то, что большинство из вас любит, то, что у большинства трейдеров сидит в головах, что можно делать деньги только торгуя по тренду. Я частично с этим согласен. Сделки по тренду действительно приносят большие профиты, но и такие сделки, когда тренд заканчивается, или когда мы видим вот такие сигналы, порой тоже приносят очень-очень-очень солидные профиты. Вот в частности сегодня после вот этого TC BY SS2 на уровне цена прошла почти 200 пунктов. Это огромное расстояние за очень короткое время. За 1 час 200 пунктов. Колоссальный профит. Но сегодня были еще сигналы, которые как раз относятся к трендовым. И давайте это дело тоже запишем. В основе этого сигнала, конечно же, лежит чередование свечей. Вот здесь вы у меня видите белые и черные бары, белые и черные свечи. Этот сигнал называется ротация бара. Ротация бара. Этот сигнал предполагает торговлю на коррекциях. То есть его задача ловить точку усиления тренда. Точку усиления тренда. Если стрелочный ловит точку кульминации тренда или точку кульминации движения во флете, то ротация бара предназначена для трендового рынка, и задача этого сигнала, еще раз подчеркну, ловить начало нового импульса, начало движения, особенно когда мы уже видели некоторый импульс, да, и затем сигнал, и сейчас я покажу, как это дело выглядит. Итак, ротация бара, базовый сигнал. Чередование свечей с черных на белый, обратно на черный. При внимании вниз красном тренд-фильтре дает нам sell сигнал. То есть это образует два условия, где первым условием, визуальным, объективным, с которым каждый из вас согласится, будет чередование свечей с черных на белый, затем обратно на черный. Чередование свечей с черных на белые и обратно на черные. Сокращаю. Вот здесь мы видим бар черный. Да или нет? Да. Бар белый? Да. И затем мы ждем первый черный бар, чтобы продать. Мы смотрим вниз, наш тренд-фильтр красный. Если чередование свечей с черных на белые и обратно на черные, и второе условие SS2, тренд-фильтр красный, то что я делаю дальше? То sell после закрытия вот этой свечи. Затем мы видим, рынок продолжил снижаться, то есть мы сформировали еще одно движение вниз. Мы видим, рынок стал корректироваться, и та же самая история. Чередование. Мы видим черный бар, затем белый бар, затем черный бар. Смотрим вниз, тренд-фильтр какой? Красный. Sell. SS2. Еще раз. Чередование, тренд-фильтр. Чередование, тренд-фильтр. И еще раз. Это будет работать потрясающе в трендовом рынке. Как только рынок начнет флетить, вот этот сигнал будет работать очень-очень здорово. И очень важно использовать разные сигналы для разных состояний рынка.
Это диверсификация, которая необходима, потому что примерно 60% рынки бестрендовые. Но когда они трендовые, мы будем ловить такие движения. Затем мы снова наблюдаем бар черный, бар белый и снова бар черный. Тренд-фильтр красный, sell. Затем мы снова наблюдаем бар черный, бар белый. Ждем первый черный бар здесь, sell. Тренд-фильтр красный. Сегодня раз сигнал. Я не беру вот этот сигнал, потому что он до моей торговой сессии. Sell сигнал раз, sell сигнал 2, sell сигнал 3. И мы видим каждый из этих сигналов профитный. Средний мой take profit составляет 35-40 пунктов по золоту. Здесь мы прошли 35-40, здесь мы прошли уверенно 30, и здесь, очевидно, мы прошли 35-40 пунктов. Раз, два, три сигнала подряд, и вот один контртрендовый сигнал вот здесь. Будучи в позиции на sell здесь, мы можем перевернуться и купить уже против движения. Таким образом, мы находим баланс между вот этими состояниями рынка, между изменяющимся рынком, потому что рынки трендовые, и тренд продолжается до тех пор, пока не продолжается, до тех пор, пока он не развернулся. И нам важно понимать, как выглядят точки продолжения тренда и как выглядят точки разворота тренда. Давайте в качестве примера посмотрим на сегодняшний график пары фунт-доллар и найдем все чередования свечей, которые у нас были по правилам SS2 сигнала, где мы торгуем в направлении тренд-фильтра, и наш вход будет следующим образом. Если тренд-фильтр красный, и я вижу чередование с черных на белый, обратно на черный, sell. Здесь мы видим бар черный, мы видим бар белый. Очень много времени прошло, но мы видим квалифицированный sell сигнал. Почему? Потому что произошло чередование на красном тренд-фильтре SS2 sell. Давайте искать дальше. Здесь мы видим бар черный, бар белый, бар черный, тренд-фильтр красный, sell. Идем еще. Бар черный, бар белый, тренд-фильтр красный, бар черный, sell. Идем еще. Здесь мы видим бар черный, тренд-фильтр желтый, на желтом не торгуем. Здесь мы видим бар снова белый, не торгуем. Бар черный, не торгуем. То есть это не торговая зона. Почему? Потому что флэт, этот сигнал хуже работает во флете. За счет тренд-фильтра мы отбрасываем некоторые сделки, которые чаще всего будут убыточными. Почему? Потому что этот сигнал для трендового рынка. Идем еще. Идем еще. Вот здесь мы видим бар белый, тренд-фильтр желтый. Нет сделки. Ага. Затем мы видим бар белый, тренд-фильтр зеленый. И вот она наша сделка. Пройдем все этапы. Белый, черный, обратно белый. То есть все то же самое, только наоборот. Белый, черный, белый. Когда мы продаем, черный, белый, черный. Тренд-фильтр красный. И так одно и то же, одно и то же. Здесь белый, черный, белый. Тренд-фильтр зеленый. То есть мы видим, что сегодня фунт-доллар был и в нисходящем тренде, и в восходящем тренде. В начале падал, в середине был флэт. Посмотрите, как стрелочные работали во флэте с паттернами. Как только рынок стал ускоряться, то ротация бара сразу начала работать лучше. В отличие от того, что мы наблюдали вот здесь, когда каждый черный бар лосс, белый бар лосс. То есть покупка на максимумах. Если мы не используем тренд-фильтр, то мы покупаем по самой высокой цене и продаем здесь по самой низкой цене. Есть еще один более прогрессивный, более простой вариант. Это задать все эти параметры нашему роботу
которая называется также ротация бара. И вот здесь все его параметры. То есть мы можем задать все критерии входа в рынок, в частности, добавить фильтр, например, смотреть ли роботу пробой уровня перед этим, либо просто торговать чередование с тренд-фильтром по тренду, да, какой мы хотим использовать тренд-фильтр, какие критерии у тренд-фильтра, и все здесь прописать, нажать ОК, и робот будет отслеживать вот эти сигналы на buy, на sell и самостоятельно принимать решения без нашего участия, без необходимости мониторить рынок, смотреть, следить и так далее. В следующих видео мы с вами будем разбирать еще несколько сигналов. Это сигнал для торговли на коррекциях и не менее интересный сигнал, который называется TC Breakout. Если в базовом варианте мы принимаем TC Sell на продажу и TC Buy на покупку, то в варианте, о котором мы будем говорить в следующем видео, мы наоборот покупаем после обновления TC Sell, если цена его пробивает, и продаем, если цена пробивает TC Buy. Это в следующем, в третьем видео, в котором я планирую еще больше дать информации по своим объективным визуально продиктованным сигналам. Ну а если вы хотите подключиться к нашему профессиональному сообществу и использовать все те же самые сигналы, действовать системно и последовательно, то ссылка на систему под этим видео. Всего доброго и до связи. Пока.